Приветствую вас! Я вам расскажу невыдуманную историю, которая произошла со мной на днях. Все организации и лица в этой истории реально существуют. Даже больше скажу, проживают в нашем городе Красноуральске. Скорее всего, у вас фоном будет играть игра, это Формула-1. Ну, если кому-то видеоряд не интересен, можете просто переключиться на другую вкладку. Тут главное будет в том, что я расскажу. И это никакой не прикол, там, не розыгрыш. Мне вот нисколько не смешно было. Так что, пожалуйста, постарайтесь сильно не ржать. Потому что сам, пока не попадешь в подобные ситуации, не поймешь, насколько жесток этот мир. Ну а вначале минутка бесплатной информации. Пускай они посчитают это для себя рекламой. Я думаю, она сейчас им пригодится после случившегося. Есть такая организация, Панорама называется. Она ставит окна и двери. Так вот, где бы в нашей области Свердловской она занимается такими услугами, что окна, что двери сомнительного качества. И как раз с их замечательных дверей с говенными замками и началась вот эта вот самая история. Если вы хотите просто выбросить на ветер деньги, то на всю свою имеющуюся наличность закупитесь у них окнами, дверями, и ваши все деньги пойдут прахом. Очень не рекомендую там что-либо брать. Просто, знаете, если у вас выбор взять у Панорамы или просто деревянную дверь поставить, обычную, то лучше поставьте обычную деревянную. Это, во-первых, и дешевле будет, и точно на дерево можно как-то рассчитывать, чем на каких-то вот таких вот людей, которые стараются делать красиво, но некачественно. На всем сэкономить и втридорого продать. А наивные люди ведутся на красоту, и в результате потом заканчивается плохими всякими такими вот элементами. Ну давайте перейдем к моей истории. Я хотел пораньше лечь спать, закончил трансляцию и просто все банально. Пошел в туалет, так сказать, по малой нужде. Все, и как бы ничего такого тут не произошло. Но дверь, на двери была установлена ручка. То есть зашел, она все автоматически это дело захлопывается. То есть замок, ручка. Ну и внизу защелка такая. Стандартная система. Такие, наподобие таких дверей установлены, знаете, ну в любом кафе, в любом месте, как говорится, скопления людей. И сейчас люди такие же двери себе устанавливают. Вот у нас такая дверь. Просто это, как говорится, рефлекторно дверь захлапывается. И вот с этого момента и начинается все самое интересное. Когда я попытался выйти обратно, дверь меня не захотела выпустить, потому что, скорее всего, запорный механизм заклинил или просто сломался. А как вы понимаете, в туалете, я даже телефон с собой в туалет не беру, вы представляете? Какой там телефон, там даже инструментов нету, ничего такого, понимаете, ничего такого там просто банально нет. И в какой-то момент я понимаю, что я застрял в туалете. И, чтобы вы понимали, конечно, у нас такой туалет, такого образца, что там окно имеется. Но это окошко рассчитано там, ну, на ребенка лет 14, да, то есть мне, взрослому мужику, достаточно проблематично тут выбраться. А как вы понимаете, дверь это достаточно, ну, дорогостоящая. И в случае, плюс она на гарантии. Я подумал, ну что, я что, взрослый мужик, я как-то разберусь, аккуратненько там подергаю, чуть-чуть силу применю, и замок и поддастся. Но ничего подобного. Дверь оказалась достаточно прочная, а
ручка шевелилась, но с замком ничего не происходило. Просто замок заклинило намертво. Тогда я думаю, ну тут уже просто грубой силой не обойтись, надо что-то пробовать. Я разобрался, и оказывается, внизу у этой ручки такой типа штырек, понимаете, под шестигранничек. И он там как типа вертуша заворачивается и держится этот механизм. Это все очень замечательно, но инструментов у меня, естественно, никаких нету. Ни шестигранников, ни отверточек, ни какой-то возможности, как это передать. Часа два я проковырялся. Ну, сами понимаете, все спят на этот шум. Благо, мама была поблизости, мама услышала этот звук. И я ей объяснил, в чем ситуация. Хотя я мало надеялся, что у нее что-то где-то вот с этим получится, я ей стал объяснять, где какие инструменты взять и так далее и тому подобное. Но болт там ржавый, понимаете? У мамы ничего не получилось. Ну, тут она женщина, все-таки где она не поняла принципа, как это дело разбирается. И тогда я ей предложил, ну, к сожалению, папа у меня обычно летом проживает на Левинке. Вот как начинается лето, он все лето живет на даче, ему там по кайфу. Ну и он потому что пенсионер. А маме просто надо было на работу идти. И я сказал, давай папе не будем звонить, он рассердится, позвони в МЧС. Понятно, что я как бы, ну, считайте, на тот момент я часа два там уже сидел. То есть, как бы, ну, сознание, самочувствие было неплохое, в принципе, ничего страшного не происходило. И мы позвонили в МЧС. Оператор МЧС ответил, они стали расспрашивать, кто туда попал. Мама стала объяснять, что вот он сын, он взрослый, он умеет пользоваться дверями. Вот там механизм заклинил, он не может никак выбраться. На что оператор МЧС стал, говорит, а вы-то же, вы где находитесь? И мама сказала, что я-то снаружи нахожусь. Так, так возьмите кого-нибудь, найдите в 3 часу ночи, среди недели, кому-нибудь, да, там вот так это походить. И МЧС дала понять, что ваш сын жив-здоров, не помирает, ему неплохо. Вот если бы он там через это окошечко маленькое порезал, себе бы брюхо бы распорол, или, к примеру, что-то ему плохо стало, он сознание бы потерял, вот это да. Или если бы там котик бы застрял в унитазе, да, вот как вот эти вот после произошедшего вот эти вот ролики, как МЧСники котика достали, собачку достали, вот эта вот показуха мне прям передергивает вот с этого всего. Вот это показуха на каком-нибудь там 1-2 канале. Может быть, после этого мной заинтересуются какие-то органы, ну не пофигу. Вот это вот лицемерное вранье вот по этим каналам, что ой, какие МЧСники, ой, какие молодцы. А на самом деле, что на самом деле у нас происходит? Пока человек не подыхает, пока ему ничего не угрожает, они не поедут. Почему? Потому что за это деньги им никто не заплатит. Пофигу. Скорая помощь аналогично. Я вам рассказывал тот случай, когда человеку прямо около поликлиники было плохо, и скорая 15 минут ехала, а врач, которая в 20 метрах работает, она минут 10 шла. У нее прием, за это она деньги получает, а за это чувака, который ему там в эпилепсии как рыбка бьется, ей кто что даст? Вот понимаете, и МЧСники так сказали, ну что, как бы, ну идите кого-то там найдите по соседям, там куда-то еще там в 3 часа ночи. Это, говорит, не наши типа проблемы, и все, и как бы с нами на этом попрощались. Или дали понять, ну если вдруг там
ему плохо станет, да. Вот если бы она насочиняла бы с 3 короба, то, что, блин, он, может быть, там сознание потерял. А у меня вот, кстати, у меня вот такое время от времени, раньше у меня бывало, когда давление низкое было. Вот если бы, да, вот если бы я сознание потерял бы, головой бы стукнулся, там что-нибудь со мной случилось, они бы, да, они приехали бы. Но если бы такое случилось, учитывая все вышеописанное, я думаю, там бы уже, наверное, некого было спасать. МЧСники с нами попрощались. Тогда я сказал маме, ну, давай позвони папе. Слава богу, папа не выключил телефон, потому что в панораму дверь, чья как раз, бесполезно было дозваниваться каким-то мастерам. Представляете, вам в 4 часу ночи кто-то звонит, с какой-то неизвестный номер. Пофигу, вы бы по-любому бы не брали. А панорама, которой была уже сделана заявка, то что дверь неисправна, замок в неисправном состоянии, а это все на гарантии как раз находится. Они должны были своевременно отреагировать и приехать. Гарантийный случай. Но они просто забили болт, потому что там пофигу, что у вас там с дверями. И они забили болт на качество и со всеми вытекающими. Какое качество, такой у них и сервис. Естественно, что бы там со мной случилось, еще бы я там часов 7 бы просидел, это тоже, как говорится, маловероятно. Поэтому мама вызвонила папу, слава богу, он откликнулся, и в течение там часа-полтора где-то он там приехал. И на тот момент, на момент приезда папы, я просидел в этом туалете 5 часов. Даже больше, 5 часов там просидел. Я представляю, что бы было, если бы, к примеру, застряла бы моя мама. Там или, да ладно, к примеру, какая-нибудь пожилая женщина, да, вот которая купила вот эту дверь от этой панорамы, да, она пошла, бабушка, божий одуванчик, там, дедок какой-нибудь, который один проживает, она взяла бы там и застряла вот в этой двери этой замечательной панорамой, которые низкокачественные замки устанавливают, двери, понимаете, вот эта вот обшивка красивая, не более того. Папа приехал, я ему объяснил, в чем ситуация, он сразу сориентировался и нужным инструментом в течение, не знаю, ну, минут 15-20 все-таки, даже имея весь нужный инструмент, который у меня все-таки подходящие шестигранники были и так далее и тому подобное, с горем пополам, но все-таки этот механизм весь раскрутился, и все-таки меня оттуда вызволили. Но я к чему это хочу рассказал в эту историю? Вот из-за такого безразличного отношения в совокупности и случаются всякие несчастные случаи. Как с какими-то как одиночные, так и групповые. Вот это безразличие некоторых служб меня просто поражает, которые ни хера не делают. Давайте поговорим про наших полицейских. Они что, лучше? А вот такой же принцип, понимаете? Пока не ограбили, пока ничего не произошло. Вот сейчас, может, поменялось, сейчас непростое время. Но раньше пофигу, никто ничего не отреагирует. Пока тебя не убивают, пока тебя не режут, пофигу тебе на всех. Пока ты, застрял, хрен с тобой, не подыхаешь, все, это твои проблемы. Что хочешь, то и делай. Нам за это не заплатят. Для них мы деньги на ногах. Вот такой у меня вывод складывается. Кому-то, конечно, из этих структур не понравится, они будут рассказывать, что у них там зарплата маленькая или еще что-то. А надо просто людьми оставаться. А мы с этого налоги так-то платим. А вы так относитесь, как не знаю кому. Я думаю, если бы вы там в такой ситуации побывали, вы бы поняли, к чему приводит такое безразличие. А все начинается
с конторы, которая хреново выполняет услуги, за которые ей люди платят деньги. Ставят плохие двери, и в результате из этих плохих дверей и окон случаются всякие несчастные случаи. Я не удивлюсь, что если в результате плохой установки вот этих окон от этой панорамы какие-нибудь дети выпадывали или еще что-нибудь в этом духе. Нисколько не удивлюсь. А в совокупности получается вот такие нехорошие истории. Одни хреново поставили, другим позвонили, сообщили им информацию, они болт забили. Вот так мы и живем. А с вами был Андрей. Делайте выводы, конечно, вам.